Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как я варила тыквенное мыло с нуля. Сначала я взяла тыкву, выдавила из нее сок, а потом я заморозила кубики льда. Вот разливаю сейчас сок по формочкам, положу в морозилку, и у меня уже будут готовые кубики. Я немного добавляла водички для того, чтобы разбавить другие ингредиенты. У меня был трилон Д, Б это ДТА, у меня была лимонная кислота и молочная кислота. И мне нужно было это все разбавить водой. Сначала я взвешиваю твердые масла. Добавляю туда жидкие масла. Это касторовое, оливковое масло. И совсем-совсем немного будет этого подсолнечного. Сок тыквы достала из холодильника, из морозилки. Развожу водой сухие ингредиенты. И немного все это перемешаю. Беру кубики льда, замороженную тыкву. И сейчас буду туда засыпать щелочь. Засыпаю щелочь потихонечку. Одела все средства безопасности, потому что я когда-то вдохнула щелочь, очень долго выдыхала. Тихонечко засыпаю щелочь, не дыша, в маске и в очках. И потом, когда она уже растворится, я выливаю лимонную, молочную кислоты и трилон Б, которые растворены в воде. Измеряю температуру, я буду делать быстрым способом. Температура 67 градусов где-то у меня. Температура масел у меня где-то 35. Я не растапливаю специально твердые масла. Я сейчас буду сразу делать это все таким быстрым способом. Выливаю обязательно через ситечко. Все это перемешиваю. Отцеживаю вот это то, что остается. Это я выброшу. И начинаю перемешивать наши масла. Они немножко разогрелись. И сейчас эти твердые масла сами расплавятся и превратятся уже в массу мыльную. Ну вот я не могу дождаться, когда все это растворится. Происходит немного дольше, чем хотелось. Поэтому я уже беру в руки миксер, блендер и начинаю потихоньку блендерить, перемешивать. Масса у меня красивого желтого цвета, очень такая радостная, красивая. Мыло будет очень полезным, с полезными свойствами, потому что тыква, она обладает очень хорошими, полезными, смягчающими свойствами на кожу. Перемешиваю до легкого следа. Получается вот такой вот у меня след небольшой вышел. И сейчас я буду это все разливать. Разливаю я форму от чипсов. Взяла вот такую круглую форму от чипсов. И у меня их будет получилось полторы штучки. Наливаю. И сейчас я буду во вторую выливать. Это во вторую форму я выливаю. Немножко она у меня получилась не полная, но ничего страшного. И потом я буду ставить ее в духовку. Нагретую до 60 градусов. Закрою сейчас все это пленкой пищевой, поставлю в духовку, нагретую до 60 градусов. И выключу духовку. И все это я оставлю на сутки. Через сутки я достану мыло и его порежу. Ну вот я накрываю пленочкой, чтобы не образовывалось никакого содового следа. Вот через 24 часа я его достала, но у меня немножечко сверху треснула на маленькой, там где маленькая порция была сверху, потому что я забыла выключить сразу духовку. У меня так при 60 градусах включенной духовке она стояла. Но зато вот сейчас я буду мерить pH. А во второй вот красивое мыло получилось. Видите, оно такое ровненькое, все. Формы хоть и жалко, но приходится рвать. Попрошу сына, он мне сделает еще таких форм. Такие вот получились у меня колбаски желтенькие, красивые. Сейчас я померяю pH. И pH у него, на удивление, уже хороший. То есть не очень щелочной. Бывает прям фиолетовый. Это, видите, такое где-то 9.
Приступаю к нарезке мыла. Нарезаю мыло такими вот кружками. Оно у меня где-то 95-100 грамм примерно в таких размерах. И у меня получится я его потом обработаю, вот эти все неровности и дырочки, которые получились, я их люблю заделывать, пока мыло мягкое. В этот раз забыла поставить штамп. Пока было мягкое мыло, надо было проштамповать его, но не судьба, так и будет. Но ничего страшного в этом нет. Я думаю, что мыло и так получилось очень красивое, радостное, жизнерадостное. И я уже подарила это мыло. И только восторженные отзывы. Оно у меня сейчас еще просохнет. Я его положу на месяц где-то сохнуть. И через месяц достану и буду им пользоваться. Видите, сколько получается мыла? Запах ароматный. Я не показала, какую я отдушку положила. Я положила отдушку лаванды. То есть я эфирное масло, даже не отдушку, а эфирное масло лаванды положила. Потому что отдушки все почему-то у меня мыльную массу сворачивают. То есть получается, что мыльная масса не такая, как хотелось бы после добавления отдушки. Я всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Постараюсь почаще выкладывать видео. Всем спасибо за внимание.